Итак, всем привет! Привет. Да, сегодня у меня новое видео в очень необычном формате. Я буду брать интервью у Анастасии. Всем привет. Да, Спасибо, что пригласила. спасибо, что пришла. И Анастасия — это тоже преподаватель русского языка. Она преподает намного дольше, чем я, и ведет также блог в Инстаграме, да? Как В там? Инстаграме, на Ютубе. Да, на Ютубе, наверное, все-таки Ютуб — это основная площадка, основная платформа. А Инстаграм появился позднее, но сейчас уже непонятно, что главнее, что важнее. Мгм. И Ютуб, и Инстаграм. На Ютубе меня можно найти Russian with Анастасия, а в Инстаграме Russian Language Secrets. Разные названия. Да, и Анастасия, как оказалось, родилась в том же городе, что и я. Да, но я живу сейчас не здесь, я тоже приехала к родителям в гости, ну и к друзьям в гости. Просто так получается, что я здесь больше времени могу проводить из-за того, что благодаря тому, что работаю онлайн. Ну да. Но я к тому, что именно такое совпадение. Да, в общем, что... мы земляки. Да, что мы из землячки. одного маленького города. И сегодня я у Анастасии буду задавать ей вопросы про то, как она преподает. Вообще расскажи, как давно ты начала преподавать? Я преподавала английский язык сначала. Я преподавала английский с 2007 года. Не помню, когда я закончила, но сейчас я английский совсем не преподаю. Русский я начала преподавать где-то около 6 лет назад, параллельно с английским. Потом постепенно английский язык ушел, остался только русский. И вот сейчас я преподаю русский язык иностранцам. Это только индивидуальные занятия сейчас. Групповых нет на данный момент. И только онлайн. Только онлайн. Окей, хорошо. Вот ты сказала, что ты начала преподавать в 2007 году. Да. Но это было во время университета. То есть я, конечно же, начала работать во время учебы в университете. Просто я в 2007 году пошла в 1 класс. Это очень интересный факт. Да, вот, интересный факт. Да. Ну, хорошо. А ты говоришь, что ты преподавала и английский, сейчас преподаешь русский. А что тебе нравится больше? Ну, сейчас уже русский, иначе бы я преподавала английский до сих пор. В работе преподавателя русского языка мне нравится то, что я сама тоже очень много узнаю нового от студентов, потому что все студенты разные, они из разных стран, я узнаю что-то из их культуры, из их традиций, то есть есть студенты из стран, в которых я никогда не была, и получается во время урока я как будто путешествую в их страну, в их город. В этом огромный плюс, просто самый большой плюс, вот именно работы преподавателя русского. Да, с иностранцами. Да. То есть как будто и ты преподаешь, и тебе рассказывают что-то. Но хочу сказать, что преподавая английский язык, я, возможно, даже чувствовала себя более уверенным преподавателем, более, может быть, даже не знаю, как сказать. Это кажется странно, ведь русский мой родной, но на английский язык я смотрю так же, как и мой студент. Смотрела, когда была преподавателем английского. И я очень хорошо понимала, что он чувствует, потому что он был тоже русскоязычный, русский обычно студент, и у него английский был иностранный, и я понимала все его боли, и обычно предвосхищала, можно сказать, предугадывала их вопросы, потому что сама точно так же имела такие же вопросы, просто много лет назад. А с русским труднее, потому что иногда студенты задают вопросы, и я не понимаю, откуда у них такой вопрос, и вообще, почему им это кажется трудным. Там, если у них родной язык испанский, это вопросы одни, если родной язык турецкий, это вопросы другие, потому что в турецком тоже есть падежи, и, например, студент турок может спросить, а почему винительный, а не дательный? Там, например, в турецком обнимать дательный падеж, да? А у кого нет падежей, они долго вообще спрашивают, а что такое падеж, и почему здесь вообще нужно менять слово. И то есть в этом плане английский мне даже, может быть, комфортнее было преподавать, потому что я понимала все вопросы, какие будут. Вот.
Да, наверное, в этом есть плюс преподавателей, которые преподают не свой язык. Я вот все думала, какой же плюс, вот это и есть. Ну, я понимаю, о чем ты. А вот ты говоришь, что ты преподаешь онлайн, и сейчас многие из нас преподают и работают онлайн. А мне интересно, хотела ли бы ты преподавать офлайн, вживую? А я много преподавала офлайн, вживую. Я работала в группах в языковых школах, я работала на таких крупных проектах с военными из Вьетнама, с военными из Алжира. Там были такие 9-месячные проекты, годовые проекты, и это были только живые уроки в классе. Так что, в принципе, я не скажу, что супер сильно скучаю по этому, но есть вот этот момент энергии, обмен энергией, когда все в классе, и можно делать какие-то классные игры с карточками, можно физически какие-то делать моменты, там, вот иди к доске, напиши, а вот ты угадай, и вот это вот все. Вот по этому моменту я скучаю. А так, в принципе, я очень благодарна судьбе, что есть возможность работать онлайн и много путешествовать и быть в любом месте. Ну, понимаю тебя, и в том как вопросе, да, потому что я тоже, когда преподаю, иногда думаю, как же жаль, что нельзя встретиться вживую. У меня был один ученик, и вот с ним как раз недавно мы занимались вживую, и я вспомнила это давнее чувство, когда ты приезжаешь в кафе, здороваешься, пожимаешь друг другу руку. Да. В этом есть, конечно, своя прелесть вот именно в живом общении. Да просто на самом деле устают глаза от компьютера, когда ты постоянно только смотришь компьютер, вот и все. Даже это. Хорошо, спасибо. А вот, может быть, у тебя есть какая-то методика преподавания или принципы, которые ты применяешь на своих уроках? Вот, может быть, каких-то 3 принципа ты можешь назвать? Ну, именно каких-то моих уникальных принципов, я думаю, нет. Есть просто общепринятые принципы преподавания чего бы то ни было, не только языка. То, что это должно быть от простого к сложному, что человек должен чувствовать себя максимально комфортно, особенно если для него язык это не какая-то такая вот обязательная вещь, а это хобби, и у него должно оставаться ощущение удовольствия на уроке, и есть такое понятие в педагогике ситуация успеха, то есть нужно создавать не только детям, но и взрослым тоже ситуацию успеха. А так, если говорить про какую-то методику, нет, я люблю, чтобы студент много говорил, даже если это самый начинающий, даже если человек только изучает азы, да, только самое начало, все равно он должен поговорить. Пусть это будет мини-диалог, и это будет что-то самое начальное, да, из «как дела?», «а что ты ел?», «что ты пил сегодня на завтрак?», но должен быть вот настоящий диалог, настоящая коммуникация. В идеале, конечно, на каждом уроке. Пожалуй, вот это самое главное. Согласна с тобой полностью. Получается, я правильно понимаю, ты стараешься разговаривать максимально только на русском на уроке? Зависит от студента, пожалуй. Некоторым студентам настолько некомфортно сразу окунаться в язык, и что бы ты ему ни говорил на тему того, что это эффективно, не бойся, твой мозг привыкнет, им все равно очень некомфортно, поэтому с некоторыми студентами начального уровня я все равно говорю на английском, какие-то вещи объясняю на английском, это экономия времени, конечно же. Но да, стараюсь переходить максимально на русский, даже вот этот classroom language, когда нужно говорить прочитай, повтори, говори, вот это, конечно же, перехожу на русский, но иногда могу сказать, просто нет выбора, потому что вот когда я работала с военными, там были ситуации, что студенты не знали английского, и, в общем-то, языка общего у нас нет, поэтому там хочешь, не хочешь, как мы говорим, хочешь, не хочешь, приходилось говорить только по-русски, и им приходилось понимать. И как ты думаешь, это было эффективней или то, когда все-таки есть язык-посредник? Тут, наверное, так нельзя сказать. Мне кажется, тут факторы другие играют. Эффективно то, что работает для этого студента. Если он занимается регулярно, если он сам находит тоже
в себе вот желание что-то еще поделать на языке вечером или в выходные самостоятельно, посмотреть сериал, послушать музыку, разобрать слова песни, которые ему нравятся, ну или пообщаться, можно же найти как вот этот language exchange, какого-то партнера по языковому обмену, и это бесплатно. Если человек сам, я называю это проактивен, это будет эффективно. А использует преподаватель немножко языка посредника, например, английский, или и совсем не использует, может быть, это не самый главный фактор. Я считаю так. Окей, хорошо. Я надеюсь, ты не против. Я попрошу наших зрителей написать в комментарии, что они думают как более эффективно изучать русский совсем без языка посредника и все только на русском, либо все-таки с языком посредником было бы комфортнее. Напишите, как вы думаете. И мой следующий вопрос тебе. Я думаю, мне хочется узнать, как ты думаешь, какие твои 3 достоинства как преподавателя русского языка? Наверное, то, что я сама люблю говорить и общаться. Соответственно, я абсолютно искренне интересуюсь, как прошла неделя, или как прошел день, как дела на работе. У меня не так много студентов, чтобы я забыла, что у них в жизни происходит. То есть я могу конкретно спросить, ну как там у твоей дочки все прошло? Там, ага, у тебя сейчас сын пошел в школу, ну, например. То есть я прямо активно интересуюсь искренне жизнью студентов и делаю это на языке, соответственно, я считаю это моим плюсом. То есть я никогда не начну урок, ну что, давай открываем учебник. Я считаю, что это прям как-то, ну, это даже, мне кажется, и невежливо, что ли. Может, бесчеловечно. Бесчеловечно, особенно, когда это индивидуальные занятия. Можно сказать, сам Бог велел. Вот такая вот фраза вам. Сам Бог велел интересоваться друг другом именно вот 1 на 1. Еще 2. Но я стараюсь смотреть всегда какие-то новые материалы, то есть я никогда не буду заниматься по старому учебнику только потому, что я его очень хорошо знаю, и все. Я буду смотреть, а если какие-то новые классные современные учебники, и буду стараться их использовать, потому что на самом деле они классные, новые, и красочные, яркие, красивые. То есть я стараюсь узнавать, какие есть материалы новые. Еще интересный вопрос. Всегда так трудно говорить про себя хорошее. Не потому, что я скромная, а просто потому, что, мне кажется, со стороны виднее. Сложно быть объективной, да? Ну, просто да, я пытаюсь сейчас представить вот со стороны, почему ученики меня выбирают. Может быть, они просто выбирают меня из-за моей какой-то энергетики позитивной, то есть я стараюсь быть позитивной, и это же тоже передается. Не только мы учим грамматику, да, вот я как учитель, я как ученик, прошу прощения, да. Я как ученик тоже выбираю учителя, мне важно, какая у человека энергетика, мне хочется с ним провести вот этот час, и еще не только получить язык, грамматику, новые слова, а еще какое-то, может быть, энергию человека. Да, обмен энергией. Я надеюсь, да. Я надеюсь, что меня выбирают в том числе и потому, что я позитивный человек. Окей. Это 2, да? Нет, я сказала 3. Про материалы, про искреннее... Про искренность. Искреннее вовлечение в их жизнь и вот про позитив. Хорошо. А как ты думаешь, может быть, у тебя есть какие-то недостатки как преподавателя? Есть. К сожалению, я не всегда очень терпеливая. Это вообще недостаток меня как человека, не только как учителя. То есть я могу прям, например, показать свое раздражение, когда человек, например, может долго не находить правильный ответ, но я считаю это огромным минусом в себе. Вот видишь, даже занервничала, стала чесать что-то там шею. Нет. И я просто знаю, что мне нужно над этим работать. Но это не только в преподавании, это в жизни вообще. То есть вот это вот нетерпение, нетерпеливость вот такая, это огромный минус. Окей, хорошо, поняла. А вот смотри, ты упомянула, что на уроке ты вначале спрашиваешь, как дела, узнаешь что нового. А считаешь ли ты, что некоторые из наших вот учеников, они нам как друзья? То есть есть у тебя такая близость? Да, скажу тебе, на самом деле,
что есть у меня очень близкая подруга сейчас, которая была моей студенткой. Но мы сейчас прям реально подруги, но мы больше и не занимаемся. Все, у нее уже высокий уровень, и она живет в России. Моя студентка из Польши, Магда. Магда, привет, если ты смотришь. А так я считаю, что должен быть все-таки какой-то такой, как мы это называем? Я забыла слово. Да, я поняла. О боже, слово есть, по-моему, на букву «С». Субординация. Нет? Ну, субординация, да, мне кажется, немножко не то подходит. Ну, в общем, должен быть небольшой, я бы не сказала, дистанция, но тут именно не то, что я выше, ты ниже, нет. Во-первых, многие мои студенты старше меня намного, конечно, да. По статусу тоже, да, они... Короче, это дело не в возрасте, например, а дело просто в том, что есть какие-то вещи, которые, ну, не стоит, может быть, обсуждать. Есть какие-то вещи, которые нужно решать строго. Например, студенты могут забывать оплатить уроки вовремя, и если ты с ним или с ней на вот таких отношениях, в дружеских отношениях, тебе начинает казаться неудобно напомнить им про оплату. Вот эти моменты я поняла, что они появляются, когда ты перешел в эти дружеские отношения. Поэтому надо держать дистанцию, я считаю. Ага, хорошо. Интересно. Ну, слушай, я вот, наверное, задам еще один вопрос, последний. На сегодня вот смогла бы ты прожить без преподавания? Наверное, смогла бы. То есть я считаю, что да, преподавание это вот прям мое. Это мое дело, я получаю огромное удовольствие, но я получаю огромное удовольствие в том числе, потому что это языки, то есть я не преподаю математику или литературу, то есть я больше получаю удовольствие от того, что я вот внутри языка, и я вот объясняю что-то про язык, я открываю такие как бы тайны, секретики. Если бы не преподавание, я бы все равно продолжала заниматься языками сама, изучала бы их, использовала бы их активно, может быть, где-то что-то переводила бы иногда, или бы, может быть, даже редактировала. То есть я бы все равно занималась языками, но не обязательно именно преподаванием. Я больше получаю удовольствие, наверное, от самого использования языка, например, английский, да, когда я преподавала его, мне кажется, я кайфовала больше от того, что я тоже сама могу поговорить на уроке, когда высокие уровни. Студенты бывали очень тоже классные, интересные, и мы могли прям говорить. Вот. И вот это использование языка, вот оно, наверное, то, что мне именно нравилось. Поэтому да, я думаю, я смогла бы прожить без преподавания. Хорошо. Так, хорошо, спасибо. И я думаю, что если у вас еще будут какие-то вопросы, Анастасии, да, конечно, пишите. Анастасия вам ответит. И еще раз хочу поблагодарить за то, что ты согласилась со мной встретиться еще раз. Спасибо. И снять это видео. И тогда всем спасибо за просмотр. Не забудьте ставить лайки, писать комментарии, может быть, задавать какие-то вопросы Анастасии. И, конечно же, подписываться на мой канал и включать уведомления, чтобы не пропустить следующее видео. Увидимся с вами, я думаю, когда-нибудь увидимся. Пока-пока. Пока-пока.